Привет, с вами Алена, и сегодня те самые ноготки, которые я в последнее время чаще всего делаю в качестве модели, рисую на них разные дизайны, и на этих ногтях было просто какое-то кошмарное количество этих градиентов под белой базой, и вот одно из последствий таких градиентов заключается в том, что приходится снимать прям вот до самого конца, как видите, то есть прям вот 0,0 в 0, потому что до этого у нас был вариант покрытия с бирюзовой растяжкой, блестками и желтым кончиком под молочным гелем. Сегодня я вас прям вот не удивлю, тоже будет градиент, но будет немножко другой. Будем градиентить по акриловой пудре. Это относительно новый вариант градиента, но хочу сказать, что он сильно проще, чем все остальные. И даже гуру цветовых переходов тоже сейчас начинают преподавать именно этот вариант. Я честно скажу, что прямо на видео пробовала его впервые. Он получился пока что, на мой взгляд, не идеальный, но я делала это просто спустив рукава вот специально, то есть, как бы в режиме просто по-быстренькому, да, посмотреть, насколько он действительно быстрее и эффективнее, чем другие варианты. И, в принципе, он мне понравился, у него есть ряд преимуществ. Сейчас обязательно расскажу, какие преимущества, что-то я уже заикаюсь. У нас тут тем временем какая-то непонятная фигня сбоку, то есть это был разодранный заусенец, который засох и отказался спиливаться. В общем, мы его как трещину начали раскрывать, это был почти педикюр на руках. Ну и дальше, как всегда, шлифанули фрезой с желтой насечкой, чтобы все было гладенько и ровненько. И сейчас будем уже приступать к покрытию. Вот такой пальчик-красавчик получился, хотя когда смотришь под увеличением, все такое сухое, это потому что мы подсушивали. Потом будет точно красиво. Дальше, перед покрытием, естественно, нужно еще 500 миллионов раз подвинуть кутикулу, все обезжирить, лишнее подстричь. Изнутри буду выпиливать после покрытия. Есть у меня такая странная привычка. В общем, ногти готовы, и сейчас наносим праймер, у меня бескислотный. Дальше наносим базу на подложку. Она у меня эластичная. Каучуковый даже, по-моему, но это не точно, я сейчас не вспомню. И теперь будем использовать гель. У меня замес геля из остаточков. Я думаю, что у многих бывает так вот 100-500 миллионов баночек, как у меня иногда это случается в салоне, потому что мастера не любят заканчивать баночки. Они все их там оставляют, а они стоят там, грустят эти банки. Короче, иногда я их собираю и делаю вот такие вот замесы, добавляю цветные гель-лаки, какие-нибудь блесточки. Короче, все, что Бог на душу положит, просто для того, чтобы получилось вот такой прикольный оттенок. Он полупрозрачный, отлично подходит для укрепления и немножечко блестит, что в принципе тоже радует. И дальше будем использовать очень красивый такой чернильный, темный, практически черный оттенок. Это торговая марка Newton, это одни из моих любимчиков, они все однослойники. И дальше неончики из этой же серии, фиолетовый и ярко-ярко-розовый. Тут пока что все стандартно, кисточкой для градиента я стягиваю все на свободный край, делаю небрежный переход, тонкой кистью прорабатываю зону вдоль кутикулы, чтобы все было красиво, главное, чтобы ничего никуда не затекло. Ну и дальше фокус-покус, дальше гуру нам советуют делать вот так, посыпаешь прозрачной акриловой пудрой и сушишь. Я решила немножечко подправить боковушки и дальше проработать вторым слоем. Слоя у меня будет всего 2. Тут есть важная фишечка, нужно взять кисть для геля, как у меня сейчас, не для гель-лака, а именно для геля, и работать не из флакона, а с палитры, потому что слой должен быть очень-очень тоненький. Вот таким образом наносим стык, и вот дальше здесь я совершаю ошибку. Вот это было зря. Нужно было также нанести кисточкой от геля. И теперь уже совершенно спокойно мы стушевываем, стушевывается легко и без проблем. По необходимости обтираем кисточку и проходимся еще раз. Таких пальчиков я выполнила несколько, и в принципе результат для первого раза и для очень быстрого варианта, потому что, честно, уже доделали руку с вытраченными глазами, я считаю, что очень даже неплохой. Дальше, давно я вам не показывала свою, не мою авторскую, но мою любимую технику нанесения цветника. Это когда вы плоской скошенной кистью промазываете вдоль кутикулы
создавая тем самым вот такой липкий слой, вот этот липкий кант. И теперь совершенно спокойно подталкиваем кистью материал и сразу все под кутикулой, везде, где нужно, и больше никаких страданий. Ну, а теперь мы берем очень красивые цвета, те, которые мы уже использовали, и добавляем немножко белого, потому что на темных ногтях мы будем делать супер классную растекашку. Эту растекашку я подсмотрела у Арт Никитиной. Юлия Никитина очень классная девочка из Сочи. Она предлагает использовать файл и матовый топ с липким слоем. И на непросушенный матовый топ вот таким образом с легким нажимом файла мы переносим наши цветники, и они вот так вот прикольно пузыриваются, что ли. Ну, короче, вот так они растекаются, и это выглядит очень космически. То есть не нужно ждать, пока растечется по базе. Это всегда тонкий слой, и не нужно раздувать ничего там трубочками и так далее. Хотя, я же говорю, каждая техника имеет место быть, но это тоже достаточно прикольно. Здесь я очень советую снять липкий слой с матового топа, который тоже с липким слоем, потому что у меня возникли здесь сложности. В общем, если у вас будет расходиться глянец, то просто снимите липкость, и будет вам счастье. А по поводу градиента на акриловую пудру хотела сказать, что тут же 2 в 1, тут еще и дополнительное укрепление акриловой пудры у нас получается, и это тоже прикольно. В общем, вот такие космические ноготки у нас получились. Длина, конечно, экстремальная, ну, типа относительно своя натуральная, там немножко у нас там выпилено, но все равно получилось прикольно. Для первого раза очень даже ничего.